Добрый день, дорогие львы! Добро пожаловать на мой канал, и это ваш гороскоп на лето 2026 года. Да, друзья, присаживайтесь поудобнее, будем планировать июль, август и сентябрь. Астрономическое лето началось 21 июня и закончится 22-23 сентября. Все зависит от того, в какой части нашей планеты вы будете встречать астрономическую осень. Да, дорогие, это ваш любимый общий гороскоп, но я, конечно же, буду рассказывать информацию по декадам, потому что для львов первой, второй и третьей декады информация и гороскоп будет разный, все-таки будет отличаться, чем общий. И да, конечно же, вы можете смотреть как по Солнцу, так и по асценденту. И если вы смотрите по Солнцу, то львы первой декады – это все те, кто родился в июле, львы второй декады, если вы родились с 1 по 10 августа, и львы третьей декады, если вы родились с 11 августа и до знака зодиака Девы. Если вы смотрите этот гороскоп по асценденту, тогда делите 30 градусов знака Лев на 3 равных отрезка. Если ваш асцендент попадает с 1 по 10 градус, это первая декада. Если с 11 по 20 градус, это вторая декада. И если ваш асцендент попадает с 21 по 30 градус знака Льва, тогда вы третья декада Льва по асценденту. Ну а если по асценденту у вас информация больше подходит, точнее планы вашей жизни подходят больше на соседнюю декаду, значит что-то не так в вашем времени рождения. И да, очень часто я делаю ректификацию, почти всегда перепрыгивает время рождения, от бирочного отличается на 5-10, а то бывает и до 30 минут. Это жизнь, тем не менее. Ну что, дорогие, готовы? Конечно, 3 месяца лета плюсом. Конечно же, я забегу вперед и фактически расскажу вам главный сценарий до конца 2026 календарного года, если вы не смотрели годовой на 2026 год. Ну что, готовы? Поехали. У нас из июльских событий сейчас на небе очень мощное напряжение Юпитера с Плутоном. Юпитер с 30 июня по июль 2027 года будет идти по знаку Льва. Кому, естественно, повезет и кому от этого будет хорошо, естественно, львам будет максимально гармонично в этой истории. Но опять же, когда Юпитер идет в соединении к Солнцу Льва, это такой позитивный сценарий. Это сценарий, когда нам хочется больше яркости, дерзости, и тратить хочется, накапливать не хочется. То есть все зависит у всех по-разному. Да? Все зависит, конечно же, от начинки натальной карты. Просто я сейчас чуточку забегу вперед на лето 2027 года, когда Юпитер, который сейчас идет по знаку Льву, перейдет в знак Девы. И если вы отмотаете новостные события мировой истории, экономики, то всегда, когда у нас Юпитер переходил в знак Деву, это всегда были глобальные дефициты. Поэтому, дорогие мои львы, у нас с вами год для того, чтобы максимально рационально отнестись к своим финансам, к денежным средствам, то есть ко всем своим активам. И сейчас, конечно же, я буду говорить совершенно неприятные вещи, которые не очень-то популярны. Это не пустить пыль в глаза, это, во-первых, устелить себе потрясающий фундамент в виде своей уверенности там, в завтрашнем дне, для своей комфортной жизни. И у каждого своя жизнь комфортная, она совершенно по-разному смотрится. Кому-то нужен скромный домик, кому-то нужен гигантский коттедж. Но опять же, у нас до весны 2028 года Сатурн будет идти по знаку Овна, а все, что находится в Овне, гармонично влияет на львов. Поэтому, дорогие львы, и первой, и второй, и третьей декады, сейчас очень потрясающее время вам для того, чтобы складывать такой большой, мощный фундамент своей жизни. Что вам необходимо для того, чтобы чувствовать себя комфортно, классно, истинным львом и наслаждаться каждым своим днем, развиваться, реализовываться? Естественно, нам всем необходим фундамент, это в виде семьи, потому что Сатурн здесь идет и в гармоничных аспектах, приобретение недвижимости в том числе, даже приобретение автомобиля тоже у львов это очень такая классная история, которая будет с вами случаться, поэтому здесь про накопление по большей части я хочу сказать, что
львам нужно позаботиться. Вот. И это лето, почему сейчас-то я говорю именно этим летом? Потому что у нас сейчас на небе точная оппозиция Юпитера с Плутоном. Кто ее чувствует максимально сильно, мощно, ярко? Это львы первой декады. Но, естественно, здесь идет напряжение от Плутона. Поэтому у львов первой декады сейчас может разваливаться какие-то моменты, ошибки прошлого, какие-то сценарии различные, истории, которые случались с вами ранее. Поэтому здесь не нужно как бы очень сильно уходить в какие-то тяжелые эмоции, просто нужно быстро переварить и понять, для чего это происходит, потому что на самом деле не обязательно все развалится. Здесь можно как раз-таки построить новый фундамент, договориться, выйти на новый уровень и отношений, и финансов. И сейчас в июле, и еще в августе, потому что у нас коридор затмений с 12 по 28 августа начинается с новолуния во Льве, то есть это должно вам все сразу стать понятно, и оно будет работать на всех львов, и первой, и второй, и третьей декады. Поэтому мы фактически с вами в июле готовимся к августу. И да, у львов первой декады сейчас такие мощные напряжения, при всем при этом оппозиция Юпитер-Плутон, на базе этой оппозиции гармоничный аспект с Ураном и с Нептуном. А это потрясающие новые эмоции, желание переехать, это сейчас львам первой декады говорю, желание переехать, сменить обстановку, кому-то завести семью, потому что Нептун на гармоничных аспектах дает завести как раз семью, оформление отношений, ребеночка в семью завести, тоже очень хорошая история, расширение масштаба своей личности. Плюс Юпитер идет по Солнцу львов первой декады. Приобретение недвижимости, здесь приобретение автомобиля у львов первой декады, если вы, конечно, не будете тормозить, потому что Уран очень гармоничный и очень прям двигает. При всем при этом это новые проекты, это новая работа, то есть это глобальное сейчас изменение жизни у львов первой декады. И здесь есть основной такой минус, что очень большая концентрация даже гармоничных аспектов, и просто не все люди с этим справляются. Поэтому сейчас такой момент, что львы первой декады, будьте аккуратны с принятием решений, в июле захочется как раз-таки где-то сэмоционировать, бросить, сказать, я устал, я ухожу, но Плутон в оппозиции закаляет, наоборот, поднимает вас и заставляет. Вот не могу сказать, что Плутон просит обычно Юпитер, а Плутон он не просит, он заставляет, жестко трансформирует. То есть вы понимаете, какую цель вы в жизни берете, поднимаетесь ли вы выше, либо как бы принятое решение, принятая цель для вас была слишком крупновата, и вам, в принципе, по жизни такая планка не нужна, тогда живите свою спокойную жизнь. Но, опять же, я про то, что сейчас будет очень классный такой момент в июле, если вам нужен знак стартануть, это знак. Стартуйте, делайте, включайтесь в свою жизнь, улучшайте свою жизнь качественно, потому что Юпитер идет по соединению с Солнцем, это качественное улучшение своей жизни, это никогда повезет, это когда надо делать. Изменение своих жилищных условий у львов первой декады сейчас, у львов второй декады с августовского коридора затмения начинается до конца сентября. Юпитер будет идти к вам у львов третьей декады с конца сентября и до конца 2026 года Юпитер будет делать как раз-таки аспект к вашему Солнцу, то есть это улучшение качества вашей жизни. Поэтому здесь обманчивая сторона истории, потому что очень много астрологов говорят, что Юпитер – планета удачи, радости и счастья. И это вносит такую некую лень, да, в ожидании Юпитера, что как-то вот оно само все сложится. Нет, дорогие, те аспекты, которые есть сейчас на небе, да и вообще, в принципе, аспекты, когда вы очень сильно чего-то хотите, ничего вам не дадут. Нужно двигаться и быть просто как белка в колесе. У как раз-таки львов первой декады этот июль и август однозначно такой. И здесь, если вы думаете про расслабление, то, наверное, даже отдых у вас будет активный, но потом включайте в свою жизнь, потому что здесь очень много движений. У львов второй декады сейчас влияет на вас, хоть и косвенно, но период ретроградного Меркурия. До конца июля он будет все-таки на вас влиять. До 23-24 июля ретроградный Меркурий, потом он уже будет директным, но тем не менее.
Сатурн во второй декаде Овна влияет на львов второй декады. Это стабильная работа, фундамент по жизни, начать, не уметь даже, да, закрыть долги и выстраивать свои качественные финансовые отношения. То есть время зарабатывать, становиться ответственными, время накапливать недвижимость или приобретать. Если у вас этого вообще в принципе нет, и вы всю жизнь там на съемном прожили, здесь момент ответственности. Гармоничный аспект Сатурна – это к новой работе, если вы, конечно, идете, либо повышение в должности, если вы договариваетесь. И вот здесь до конца июля как раз-таки у львов второй декады можно постараться попытаться поговорить еще раз с теми, с кем раньше не получалось договориться. Поэтому здесь, конечно же, нужно быть четкими, сухими, но при всем при этом чувствовать обстановку и понимать, на какие моменты вы можете надавить. Время действовать сейчас в июле, и Сатурн с Марсом в гармоничном аспекте, поэтому, дорогие львы второй декады, включайтесь на максимум. Здесь никаких быстрых результатов я вам не скажу, даже обещать не буду. То есть, как обычно по Юпитеру, там вот оно придет само. Нет, дорогие, это надо включаться, повышать свой потенциал, и тогда с 12 августа Юпитер перейдет во вторую декаду львов, и там уже будут ваши карьерные росты. То есть если вы сейчас в июле закрываете свои долги, решаете свои финансовые, материальные вопросы, проблемы, задачи, называйте их как угодно, тогда в августе у вас будет рост и скачок, движения вперед. Но опять же, дорогие, это надо делать. Сидеть и ждать оптимистичные нотки — история такая себе. Это очень классно продается момент, что вот оно все как-то придет и будет несчастье. Да нет же, дорогие, это продается хорошо, на деле нужно делать. Вот. Львы третьей декады в этом июле, в конце июля на вас будет влиять Меркурий, уже не ретроградный, и 2 первые недели августа на вас тоже будет влиять как раз-таки этот Меркурий, но при всем при этом он очень быстро передвинется как раз-таки в знак Льва, но здесь в чем есть минус и сложность? Это Лилит, которая в третьей декаде знака Стрелеца оказывает хоть и гармоничное влияние, но на львов третьей декады. Особенно хочу сказать, что не совсем приятные были последние 1,5-2 года у львов третьей декады. А если еще это львы, которые родились в начале десятых чисел августа, да, тогда это 3 года назад тоже были такие изменения резкие. Как правило, они цепляли за собой другие события, обнулений, резких изменений в жизни. Поэтому львы третьей декады сейчас смотрят на все то, что происходит, им немножко страшно. Поэтому здесь, дорогие, смотрите, это всего лишь Лилит в Стрельце. Очень хитроумно ведет себя со львами, потому что стихия одинаковая, хоть и гармоничный аспект, но у льва со стрельцом есть очень много соприкосновений. Это желание быть признанным, это желание, чтобы меня услышали, поняли, чтобы меня любили. И здесь такой момент, что вот если у меня в принципе этого по жизни нет, то тогда как-то вот я лучше вот буду сидеть и жить свою скромную жизнь. Во-первых, скажу, что львам никакой декады скромную жить нельзя. Чем скромнее вы живете, тем сильнее вы несчастны. Конечно, это зависит от того, в какой дом попало ваше солнце в натальной карте. Да, может быть, это 6-й дом, да, тогда особенно здесь. Но опять же, это очень-очень редкие истории. Здесь в 6-м доме, наоборот, нужно хотеть больше, зарабатывать больше, не жить скромно, как говорит такая попсовая астрология, потому что с Солнцем в 6-м доме зарабатывая меньше, болячек будет больше. Это такой лайфхак, да. Но идем дальше. Львы третьей декады. У нас еще в конце июля намечается очень интересное событие, которое как раз-таки вас встряхнет. И да, у нас 27 июля кармические узлы меняют знак и переходят с оси рыбы-девы на ось водолей
Лев. Да, с 27 июля. За несколько часов до этого Сатурн уйдет тоже в ретроградное движение, поэтому он до вас в 2026 году не дотянется, и у вас будет весь 2027 год с весны. Сатурн будет работать с третьей декады Львов в гармоничном аспекте, там у вас будет такой большой мощный скачок, но опять же, для того, чтобы прийти к этому мощному скачку, нужно сейчас, уже в июле, а, просто включаться в свою жизнь. И здесь такой момент, что нужно включать своего льва. Это я для львов третьей декады сейчас говорю, дорогие. Будут кармические гороскопы для каждого знака зодиака. Естественно, будет по декадам, будет очень такая сжатая информация, все лаконично для того, чтобы было понятно, что на ближайшие 1,5 года делать. У нас сейчас мир пойдет такой в глобальное ускорение, в прогресс, в развитие. И это, скажем честно, будет даже немножечко пугать. Но, дорогие львы, третьей декады, у вас сейчас будет такой мощный экзамен, перестройка в новую жизнь, я бы это так сказала, да, потому что кармические узлы перейдут в вашу ось, в ваш знак в квадратурах с Ураном, а это вспомнятся как раз-таки те моменты, которые были за последние 3 года в вашей жизни, что же вы не доделали. То есть это такой назад в прошлое для того, чтобы потом пройти в будущее. Сложно будет без завершения старых дел пойти в новое свое развитие. Как раз-таки оно будет сложным. И только хочу сказать, что где-то в сентябре настроится вот эта новая история движения вперед, в рост. Она станет полегче. То есть еще и в коридор затмений придет такие большие, мощные у вас осознания. Кем вы хотите стать, когда вырастете? Какие качества вашего характера мешают вам жить? Где вы не живете, как вам хочется? То есть это такие глобальные, мощные вопросы к своему «я», у каждого к себе, как все-таки хочется жить, развиваться, зарабатывать, какую семью хочется иметь. То есть здесь моменты такие глобальные. И без этого сложно будет идти развиваться, сложно будет понимать, какую работу хочется иметь, какой достаток, да. И если сейчас посмотреть на вообще в принципе мир, то он очень сильно изменился уже за последние полгода. И стоит только удивляться, что же с нами будет через год. Поэтому здесь, дорогие львы, третьей декады у вас в этом июле это момент как раз-таки завершать свои прошлые дела. Что же вы не доделали, все висяки, которые мешают вам двигаться вперед, от этого и сложно развиваться, идти в будущее. Долги, задачи, решения. Возможно, от чего-то просто уже нужно отказаться, как от чемодан без ручки. Но здесь будьте аккуратны в отношениях, потому что у нас до 7 августа Венера будет идти по знаку Девы, но при всем при этом она еще будет идти в напряженном аспекте с Ураном сейчас на данный момент в июле и с Марсом. А это история, когда хочется рвать связи и думать, что вот если я сейчас выйду из отношений, то мне сразу станет легче. Это как и про любовные отношения, это так и про финансовые. Всегда смотрите, чем вы будете покупать продукты себе, если вы сейчас резко уйдете из рабочих деловых отношений. Не очень многим хочется смотреть в такую взрослость, но тем не менее. За ближайшие 2 года все-таки все львы придут к ответственности. И это я не хочу сказать, что какие-то сложные будут истории. Будет множество гармоничных аспектов и множество будет сил делать ту работу, за которую раньше руки не брались. Поэтому в конце июля, дорогие, у нас у всех кармические узлы меняют знаки, начинается большой глобальный экзамен для львов с начала третьей декады. В 2027 году это будет первая половина 2027 года с весны. Это львы второй декады. И уже с осени 2027 года экзамен для первой декады львов. И да, 29 июля у нас полнолуние. Полнолуние у нас в Водолее. Кто максимально прочувствует эти большие всплески желания все бросить, эмоции, истерики? Львы первой декады. От нереализации или невероятного количества планов, которые вы себе запрограммировали. Но опять же здесь смотрите на свою усталость, иногда необходимо отдыхать. Это такое большое, мощное, знаковое
как раз-таки полнолуние, в которое включатся максимально львы первой декады, очень хорошее движение вперед. У львов второй декады здесь, конечно же, вопросы финансовые однозначно, вопросы в отношениях не рубить сгоряча, наоборот, максимально договариваться, не уходить в закат. В закат вам, дорогие, нельзя. То есть здесь только двигаться вперед. У львов третьей декады экзамен как начинается 27 июля, так он и идет далее до конца 2026 года, и зима 2027 это как раз-таки кармические узлы, и они будут делать аспекты такие достаточно очень сильные, очень мощные, то есть прошлое будет отваливаться и будет максимально включаться новая жизнь, новые связи, новые контакты, поэтому максимально полезно подходите к своей записной книжечке, вносите туда очень много важных, интересных, полезных людей, при всем при этом тоже делитесь своей пользой. И да, идем далее. У нас август. Что хочу сказать, из основных событий августа у нас коридор затмений с 12 по 28 августа. Начинается с солнечного затмения новолуния во Льве, заканчивается лунным затмением, полнолунием, насколько я помню, в Рыбах. И эта история очень хорошо будет включать вообще в принципе всех львов. И понятное дело, что с полнолуния 29 июля по начало коридор затмений, хочу вам сказать, что не нужно бояться как-то вот накручивать себя на этот временной период времени, потому что коридор затмений, да, он кармичен, да, в нем всегда много эмоций, да, этот коридор затмений очень важен для всех львов, потому что здесь рассеянные планеты, в принципе, будут по знаку льва, включать будет все декады знака льва, то есть асцендентные, солнечные львы. Да, дорогие, здесь будет время у вас включиться, как минимум начать свой Новый год. Да, львы первой декады солнечные включают свой день рождения в июле, львы второй декады, там третий делают это в августе, но тем не менее, если вы еще на этот период времени не сделаете, я всегда говорю, наш лучший психолог, это наша книжечка, берем и пишем свой большой жирный план на ближайший свой год, свой день рождения. И да, планируем себе максимально четко и честно. Этот коридор затмений будет на растущем лунном цикле. Поэтому, дорогие львы, первой, второй и третьей декады, если вы собрались в этом августе начинать бизнес, да. Если вы собрались приобретать недвижимость, да. Устраиваться на работу, да. На новую работу, да. На стабильную, да. Вопрос про деньги сейчас отдельно скажу. Почему нужно вкладывать только в проверенное и чтобы были учтены максимальные риски, хотя я думаю, уже сейчас в июне, в июле многие понимают, что даже если есть какие-то договорные отношения, они слетают быстро, без каких-либо обязательств. Никто не хочет их решать, да? Поэтому здесь эту историю тоже понимайте, во что вы будете вкладывать свои деньги. Потрясающая история в развитии. Переезд, иммиграция, качественное улучшение своей жизни, про финансы. У нас в августе, 7 августа Венера переходит в знак Весы. И, казалось бы, гармоничная позиция ко львам, но Венера переходит в Весы в оппозиции с Нептуном. И эта история будет идти, такой, знаете, моментом, когда нам хочется там красивую картинку, пустить пыль в глаза, потратить больше, чем у нас есть. Кому-то захочется что-то доказать, потому что здесь еще и Венера с Марсом в квадратуре, как правило, это противоположному полу. То есть здесь конфликт мужчин и женщин. И да, есть такой большой момент выйти. Вообще в это лето, хочу сказать, и до конца 2026 года, Юпитер-то он у нас перешел в знак Льва, но он сам по себе вообще не в гармонии идет. Поэтому здесь может наше отсутствие реализации, не реализованы наши амбиции, планы и проекты, настолько стать для нас разрушающими эмоциями, что мы можем начать ругаться, портить репутацию, судиться. И отсудить будет очень сложно какую-то свою часть истории. Но, по крайней мере, у львов еще есть какие-то варианты, да, у других знаков нету таких плюшек, но тем не менее.
будет потрачено очень много сил. Поэтому понимайте, куда вы будете вкладывать свои время, силы, деньги, желания. Потому что потратив это на свое развитие, на свою реализацию своего потенциала, будет гораздо выгоднее. Понимаете, я о чем говорю? И да, у нас Венера переходит в знак Весы до 11 сентября. И да, она сначала будет идти в оппозиции с Нептуном, когда нам захочется вот такую красивую картинку, но уже в 20-х числах августа она переключится на оппозицию с Сатурном. А Венера в оппозиции с Сатурном – это когда нас всегда придавливает такая честность в наших финансах, что у нас в кошельке ноль и нам не на что купить продукты. Одно дело хорошо, когда мы вложились, например, в какой-то большой проект, который точно останется с нами, например, в квартиру, в недвижимость, потому что здесь гармоничные аспекты Венера, когда в оппозиции с Сатурном, либо люди понимают, что они одиноки в своих отношениях. У меня есть большое видео «Любовный гороскоп», вот там про все кризисы, да, которые бывают с Венерой, и аспект с Сатурном, там все с тайм-кодами, все как вы любите, гигантское видео, которое на века, можно так сказать, записанное. И да, здесь, понимаете, одно дело, когда вы вложились, например, в ипотеку, и она останется с вами, да, и у вас здесь немножко дефицит посредством, но вы понимаете, ради чего. А вот если вы вложили в какую-то иллюзорную историю, то она может не окупиться. Поэтому четко считайте свои деньги, будьте ответственны к своим отношениям. И не уходите в какой-то флер иллюзии, потому что в начале августа очень сильно захочется это сделать. Венера, когда уходит в весы, хочется красивой жизни, картинки, легких отношений, бурного секса, романтики. А потом в 20-х чисел августа Венера в оппозиции с Сатурном встает, и получается, что у нас все те же бытовые истории возникают и в других отношениях, которые совершенно недавно были-то вообще такие классные, легкие, беззаботные. И да, забегая вперед, у нас осенью ретроградная Венера с 3 октября по 14 ноября. Там она будет идти вместе с ретроградным Меркурием. Период такой 3 недели у него будет. И да, это все добро будет в Скорпионе. И 11 сентября вот эта самая Венера после весов, когда нам захочется так пыль в глаза пустить, переходит в знак Скорпиона 11 сентября и сразу в квадратуру с Плутоном. То есть здесь момент таких нереализовавшихся иллюзий по поводу любовных отношений или финансах, или если вы все четко, хорошо понимаете, просчитываете, тогда это наоборот очень хорошее завоевание рынка. То есть это когда ваши отношения претерпевают, например, какой-то, вы работаете над отношениями, переживаете кризис, но вы остаетесь вместе, понимаете? И вы понимаете, что накопленные ваши какие-то истории, моменты в жизни, это всего лишь какой-то кризис, это новый скачок. И да, для того, чтобы вот там с 3 октября не натворить и фактически по 14 ноября Венера будет в ретроградном движении, потом она развернется. До конца декабря она будет еще идти на этих же самых эмоциях. Понимаете, мы календарный 2026 год будем закрывать на эмоциях, которые с нами случились в октябре. То есть если у вас случается какой-то ссор, ругань или вложение каких-то в финансах, и вы понимаете, что вы где-то допустили ошибку, но пустили все на самотек не делать, тогда конец 2026 календарный, декабрь, это момент, когда будут решаться те вопросы, которые вот могли бы решиться заранее. И да, у нас в начале января 2027 года Венера выходит из Скорпиона в знак Стрельца, и вроде бы казалась гармоничная позиция, да, для львов вообще, но она у нас будет это делать в оппозиции с Ураном, а это снова обнуление, либо в финансах, либо в отношениях. Поэтому здесь, дорогие, если у вас есть любимый человек, ваша семья, держите свою любимку вот так вот этим летом, осенью и понимайте, что это кризис. Почему? Потому что нервы сейчас сдают у всех по факту. И, конечно же, в августе это будет такой момент очень эмоциональный. Но поверьте, все еще очень хорошо. Все, что происходит в мире, еще очень нормально. Сложности начнутся с октября. Собственно, это планово, ежегодно, если мы посмотрим, да, в октябре уже какие-то такие моменты всегда нарастания эмоций и давления. Поэтому понимайте, что у всех просто нервы сдают. Кто-то устал, кто-то волнуется, кто-то не может выдержать определенную, например, историю. Здесь разговаривайте со своими любимыми. Конечно, очень классно, если у вас есть классные, влиятельные друзья,
И здесь, конечно, были вам, пока Плутон идет по Водолею, найти таких классных друзей, либо вместе со своими друзьями подрасти для того, чтобы у вас было окружение, с которым хорошо, комфортно идти в этот сложный мир, который у нас будет. Потому что у нас еще на фоне всех событий прогноза у нас все прекрасно и замечательно. Но вот лето 2027 года, я не могу сказать, что оно будет таким радужным, как сейчас, например. Хоть сейчас нам кажется, что все как-то моментально становится хуже и хуже, в какой части планеты мы бы ни находились, да. Но, тем не менее, может быть еще сложнее, поэтому запасаемся сейчас нужными эмоциями, нужными людьми, и все, что нужно с собой, несем далее. Про финансы, про деньги рассказала, сейчас буду быстренько, чтобы не отнять очень много времени. Коридор затмений – очень классный период, когда нужно включаться львам первой, второй и третьей декады. Вообще тормозить, дорогие, здесь нельзя. Это растущий лунный цикл. У львов первой декады вопросы сделки, связанные с недвижимостью, приобретение очень важных покупок, но здесь опять же, в иллюзорной истории красивой картинки не уходим, понимаем, что для меня это важно, что это нужно. Приобретение недвижимости, повышение в работе, хорошие эмоции, связанные с семьей. У кого-то желание переезда и иммиграции, это у львов первой декады. Готовьте документы, подготавливайтесь к этой истории очень хорошо. В любовных отношениях тоже классная история. Кто-то захочет выйти замуж, жениться. Будьте аккуратны со своими иллюзиями в этот момент, лишь только скажу. Сделки планируете, они могут быть сильнее, чем хотелось бы. Нужно научиться выдерживать напряжение. Но вообще этот август для львов первой декады, это, конечно, момент прорыва. Нужно просто вот не спать, делать много, быть включенным в свою жизнь и понимать четко, что у меня дальше по плану, для того, чтобы давать себе немножко иногда отдыха. Львы второй декады. У вас очень хороший аспект на, опять же, построение фундамента своей жизни. Это недвижимость, это работа, это карьера, это статус. Юпитер входит во вторую декаду знака Льва, и до конца сентября, фактически начало октября, период ретроградной Венеры, когда начнется, он будет во вторую декаду Льва идти. Это изменение своей жизни в качественную сторону, не сидеть ожидать. Но если вы ничего не предполагаете делать, тогда это просто такое будет хорошее настроение. Но это период, сейчас и август, и сентябрь для львов второй декады, делать сложную работу, которую раньше не могли браться. А сейчас вы вдруг проснетесь и скажете: вау, это классно, сейчас мне это заходит, мне хорошо, и вы с этого будете получать стабильные, классные деньги. Поэтому я бы сказала, максимально включиться в свою жизнь, в заработки, львы второй декады, в качественное улучшение. У кого-то здесь будет переезд в более интересный район города, у кого-то по стране, у кого-то будут командировки важные, нужные, изменения в карьере в том числе, обучение, очень хорошая история поднятия своих компетенций, образование нечто новому. Очень классная история для львов второй декады здесь начинается. И в этом августе нужно сделать очень много. Вы ходите на сделку по недвижимости, делайте. Все у вас получится. Вы ходите в переговоры на работе, тоже у вас все будет классно. Львы третьей декады. У вас этот коридор затмений, опять же, здесь про действия, кармические узлы уже в третьей декаде Льва. Лилит еще буквально вот до 14 сентября будет находиться в знаке Стрельца, поэтому здесь не боимся, делаем, разбираемся со своими страхами, волнениями, переживаниями. Надо, идем к психологу, и пусть он вам говорит, вытаскивает из вас наводящими неприятными вопросами все моменты, почему вы не растете, не развиваетесь, потому что здесь на момент включения коридора затмений потрясающий аспект от Марса – это делать. Только делать, не уходить в негатив, не уходить в какие-то депрессивные истории, моменты, себя жалеть. Нет, да, жизнь изменилась, но теперь нужно подниматься, расти, включаться для того, чтобы у вас было то, что вы хотите. И весь август – это история как раз-таки вашего развития. Но опять же, мой гороскоп может улететь в трубу, если вы ничего не будете делать, потому что эффект от кармических узлов, это, конечно, они задевают солнышко, но тем не менее задевают там гордыню, самооценку, самоценность, да, когда нас где-то раздражают другие люди, вызывают в нас агрессию. Но почему, подумайте? Потому что вы хотите жить минимум так же или даже лучше, но
где-то не позволяете себе взлет в карьере, где-то спрятались, где-то заволновались. По большей части здесь нужно отказаться от гордыни, снять такую, хоть и страшная фраза, снять льву корону, но тем не менее покопаться в своей гордыне, почему вы не достигаете. У многих есть такое ощущение: ой, да ладно, все равно это у меня все будет, сам все сделаю, сам все сделаю. Подключайте свое окружение, подключайте людей, знакомых, новые контакты, связи. Это все должно быть у вас. И да, выстраивайте свой фундамент жизни, начинайте с малого, потому что, ну, сентябрь у вас уже будет огонь. Сентябрь и там далее просто множество потрясающих событий, в которых я все-таки советую участвовать. Такое время для львов с точки зрения прорыва бывает нечасто, с учетом того, что когда Уран шел по знаку Тельца, очень сильно уж досталось львам. Поэтому жизнь перевернулась на 180, а у кого-то и на 360 в неприятных моментах. Поэтому здесь пришло время, дорогие львы, третьей декады, отстраивать себя заново, но только вы скажете, чего вы хотите. У всех разные желания, у всех разная мотивация, у всех разный уровень жизни, воспитания, восприятия. Я лишь только рассказываю гороскоп, когда вам нужно вот прям газовать. Поэтому действуйте. Заканчивается у нас коридор затмений 28 августа. Он у нас заканчивается, не обмануло, полнолунием в рыбах. Кто прочувствует эту историю очень хорошо? Очень хорошо прочувствуют как раз-таки это полнолуние в рыбах. Это вообще, в принципе, все львы, да, будет желание уже такое более приземленное, потому что Солнце ваш управитель находится в Деве в соединении с Меркурием, с южным кармическим узлом, а Луна, она находится в рыбах, это такой эмоциональный фон, и здесь придет такое внутреннее ощущение, что что-то мы не сделали, не доделали, и где-то себя обделили своими бездействиями и пустыми ожиданиями. Поэтому, дорогие, включайте свою жизнь, она у вас будет классная, если вы будете много чего делать. Идем в сентябрь. Основные события сентября. 11 сентября это у нас новолуние. Это у нас новолуние. Сюда стекается множество событий. Ретроградный Уран. Новолуние у нас, естественно, в Деве. 11 сентября в чем оно у нас еще может быть? И да, 11 сентября уходит в ретроградное движение Уран. Ежегодная акция, плюс-минус 2 недели каждый год. В этом году до 8 февраля 2027 года он будет идти в ретроградном движении и будет спрашивать львов первой декады, что же вы такого нового, классного в своей жизни сделали. Если не сделали, плохо, но будет момент переделать, но уже не на таких мощных, амбициозных историях, которые были в июле и августе. Понимаете? Потому что в сентябре здесь уже не такое обилие гармоничных аспектов, опять же, да, но время действовать тем не менее. Львы второй декады, у вас в этом июле, в этом сентябре, с июля месяца такая история раскачки вас и делать как можно больше. Здесь, конечно же, в сентябре я вам говорю, что еще Юпитер как раз-таки по второй декады Льва идет в точном трине с Сатурном. Это карьерный рост, реализация, здесь максимальный газ всех своих желаний, возможностей в профессионализме, в работе, приобретение недвижимости, улучшение качества жизни. У кого-то будут поездки, отдых, путешествия, что на вас скажется очень даже хорошо, приобретение недвижимости, кто-то брачные отношения свои зарегистрирует, потому что гармоничный аспект Сатурна, тем не менее, это всегда к созданию семьи на гармоничных началах. Поэтому здесь, дорогие мои, хочу сказать, что сентябрь для вас тоже будет классным. И новолуние 11 сентября будет тоже такое мощное, яркое для вас, которое нацелит на продуктивность. Влиять как раз будет это новолуние на львов второй декады с точки зрения продуктивности. Львы третьей декады. У нас, конечно же, история такая через кармические узлы рабочая, но тем не менее договариваться, искать связи, контакты, новые знакомства, важные люди. У львов третьей декады это такой мостик движения вперед. Будет меняться окружение, где-то вам будет за это страшно, но не паникуйте, не паникуйте. И у нас 11 сентября Венера переходит в знак Скорпиона, то есть встряска в ваших отношениях и встряска в финансах будет вас стимулировать двигаться вперед.
Очень хорошо на вас будет влиять вот эта Венера, которая переходит в знак Скорпиона. Да, дорогие львы третьей декады, поэтому здесь понимайте, что если с финансами становится туго, значит нужно зарабатывать больше. И если в отношениях что-то не так, договариваться. Гармоничный аспект, хоть и не видимых таких аспектов, но они идут кармичные, да, то есть я уже стала раскладывать более сильнее, кнопочки в программе нажимаю, чтобы более сильная раскладка по аспектам была. Поэтому здесь такой тонкий, нативный, кармический аспект, который говорит: действуй сейчас, говори сейчас про себя, заявляя себе, продвигайся, хорошее время выходить на публику, хорошее время включать дипломатию, потому что с 11, даже ранее, с 10 сентября Меркурий да, с 10 сентября Меркурий у нас в знаке Весы, а это построить свою дипломатию, уметь договариваться. При всем при этом Меркурий еще и в гармоничном аспекте с Плутоном. Сильные связи, сильное окружение. Подключайте в свою жизнь, дорогие львы третьей декады. Вам очень сильно нужно выплыть из своих каких-то старых прошлых эмоций на новый уровень. Выйти в окружение, заявить о себе, выйти из тени, потому что так вас не видно. Что еще у нас по событиям как раз-таки сентября? 14 сентября Лилит переходит в знак Козерога, перестает влиять на львов. И здесь львы третьей декады уже так станет не страшно, станет понятно, что же делать далее. При всем при этом только в конце сентября Юпитер перейдет в третью декаду знака Льва, и это все те же самые бонусы от Юпитера. Поэтому здесь, дорогие, включается как раз-таки момент, и подготавливайте весь сентябрь свою жизнь как раз-таки к расширению, к масштабу своей личности, к новым целям, планам, проектам, качественно улучшать свою жизнь. Потому что вы этого достойны, вы заслуживаете, вы можете, у вас получится. Нужно перестать только вот это бояться, волноваться, нужно делать. Конечно же, будут люди, которые будут говорить: нет, недостойно, не получится. Но опять же, 26 сентября у нас полнолуние в Овне, Луна в соединении с Нептуном, в гармоничном аспекте с Плутоном, с Марсом, с Ураном. Кто почувствует это полнолуние потрясающее, это почувствуют у нас львы первой декады 100%, львы второй декады прочувствуют эту историю через Юпитер, который покидает вторую декаду львов. Львы третьей декады прочувствуют эту историю как раз-таки через кармические узлы здесь. Что хочу сказать на финальный такой аккорд этой календарной, да, уже получается осени. В это полнолуние у каждой декады львов должен быть свой такой мощный, сильный план. У первой декады, конечно же, очень много здесь событий будет. Важно начать делать, действовать, не ждать. То есть я вам все лето про это говорю, да, то есть потрясающая еще история. Здесь главное завершить все свои какие-то дела летние, которые вы боялись и волновались. Но вот я уже листаю вперед, уже прям 10 октября, и уже прям просто напряжение на напряжение, напряжение на напряжение. Там же еще после полнолуния 26 сентября у нас Марс переходит в знак Льва, а это уже такая, знаете, разрушающая эмоция, энергия, которая становится в квадратуру с ретроградной Венерой, Меркурием и в оппозицию с Плутоном. Это такой очень мощный, сильный аспект, когда нам нужно прям-таки отвоевывать, включаться, пробивать. То есть это не такие гармоничные эмоции, которые были у нас летом, понимаете, о чем я говорю. И это будет влиять и на львов первой, и на второй декады. Поэтому здесь, дорогие, понимайте эту историю, на каких эмоциях вы будете встречать нашу осень календарную, астрономическую. И да, львы второй декады, у вас очень хорошая история, связанная с полнолунием 26 сентября. Здесь, конечно же, нового особо ничего не скажу, только подведу итоги. Максимальные договоренности все еще будут работать, поэтому договаривайтесь, даже если у вас не получалось договориться, все у вас должно все-таки случиться, получиться. Все то, что говорила в начале этого видео и говорила, что у вас будет доступно еще и в сентябре, однозначно да. Ни в коем случае на мировые события нельзя смотреть
болеть, и разочаровываться, и говорить: я устал, я не смогу, я не потяну. Вы все сможете. Главное быть стабильными. Это я говорю львам второй декады. У львов первой декады не уходить в эмоции. Это основная базовая история. И делать как можно больше, потому что такого фейерверка событий, хочу сказать, ну только усложняться в эмоциях придется осенью. Там, естественно, на оппозиции Марса с Плутона. А это, кто смотрел мой гороскоп в 2024 году, это осень силы, да и в 2025 году тоже. Это такие мощные, сильные времена, когда нужно прямо-таки возрождать свою силу, агрессию, действия и уже на других уровнях себя показывать. Львы третьей декады. У вас это полнолуние будет для вас яркое, действенное. Не уходим опять же в эмоции, включаем максимально свою силу, потому что здесь нельзя уходить в какие-то такие расслабления. На вас тоже будет влиять очень уже эта оппозиция Марса с Плутоном. С конца сентября захочется резко как-то себя показать, но при всем при этом аспект еще есть с Ураном, хоть и широкий, да, к вашим управителям Солнцу и Луне, поэтому здесь, дорогие, понимайте, включайтесь. Если вы не включитесь во все лето, то 26 сентября полнолуние включит вас такими событиями глобальными, мировыми. Ну и Юпитер, конечно же, в начале октября переходит в третью декаду знака Льва. И здесь уже все плюшки от Юпитера, которые я говорила ранее, будут работать. Это качественное улучшение жизни, путем приобретения недвижимости, улучшения работы, в работе, тем не менее. Но опять же, нужно выходить из своих каких-то умозаключений, прошлых решений, которые оставляют вас где-то в тени своей жизни. Вот такой гороскоп, дорогие. Если вы думаете, что как-то все очень сложно, что все как-то не получится, я вам говорю, получится. Но для этого берем и честно пишем себе план, чего же мы хотим. И тогда получится 100%, получится как вы хотите. Да, это будет не сразу. Я тот астролог, который не говорю всегда вот быстрых каких-то результатов, потому что мы все люди разные. И если мы ожидаем какого-то быстрого результата и не получилось у нас с первого раза, большинство бросает. А я вам говорю, львы первой, второй, третьей декады, бейте в одну точку, куда вам хочется, настраивайте свою жизнь. Это абсолютно ваше лето и осень, ну и зима тогда будет ярче, понимаете, о чем я говорю? То есть у вас этот свой персональный год должен пройти в максимальной занятости, чтобы вы только вычеркивали, вот так ставили галочки, получилось, получилось, получилось. И в конце года на следующий свой день рождения сказали все: я самый классный молодец в этой жизни. А так оно и будет, если вы начнете действовать. И я желаю вам множества сил, много действий. Поздравляю всех еще раз с днем рождения. Включайтесь в свою жизнь. Переставайте сидеть на скамейке запасных, и все у вас обязательно получится. Но если остались вопросы, пишите в комментариях к этому видео. Я в режиме свободного времени постараюсь на все ответить. И увидимся с вами в следующем ролике. Пока-пока.